Мы снова встречаемся, чтобы обсудить наши сделки, оценить ситуацию на рынке и пообщаться с удовольствием и обменяться опытом. Все это не финансовая рекомендация, наши личные наработки, то, как мы видим рынок, как мы понимаем, что будет происходить, как мы входим в сделки, зарабатываем опыт. 55-й день нашего проекта эксперимента, потому что начали 17 апреля. И вчерашний эфир, кто видел, слышал, смотрел, то наверняка помнит, какие прогнозы были. Были прогнозы на рост. Моя сделка была на шорт, что, соответственно, было неудачно. И вот до сих пор сижу в шортах, пододвигаю стоп-лоссы, усредняюсь. Если вспомним наш предыдущий вчерашний эфир, то у меня была, значит, точка входа. И вот при вот этом стремительном росте я немного усреднился. Сейчас я нахожусь на 14, то есть 14.19 была точка входа, 14.50 сейчас я с помощью усреднения, и сейчас у нас цена в районе 15,2. Надеюсь, что будет все-таки скорейшее падение, и я смогу заработать, может быть, не брать весь take profit, а какую-то часть. Посмотрим на развитие событий. Мы с тобой уже говорили о том, что твои сделки выглядят наоборот, что тебе надо было заходить в обратную сторону, и тогда по риск-прибыли у тебя все было бы четко. Но и скажи, а если бы ты сразу вышел по стопу и перезашел в лонг, было бы намного приятнее и полезнее даже финансово? Конечно, полностью с тобой согласен. Опять же, вот эта вот дополнительная статистика этих прибыльных сделок, она все-таки давит на мозг. Но ты полностью прав, что мог бы я уже закрыться, да, вот в этом месте и зайти в лонг и прокатиться на этом всем, но посмотрим, чем это все закончится. Да, и у нас сейчас будет знаковое, ну не знаковое, а влияющее на рынок, наверное, событие, да, поскольку у нас американские президенты и определенные медийные лица влияют на рынок напрямую, да, то у нас в 11 часов по Москве будет выступление Трампа, и, возможно, это каким-то образом повлияет на рынок в твою пользу. Но хуже будет, если наоборот. Но будем надеяться на лучшее, хотя, ну, с моей точки зрения, такой трейд не оправдан, ну, кроме как ради интереса, чем это все может закончиться. Ну, в общем-то, я думаю, что многие узнают себя, да, посмотрев сегодняшнее наше видео. А давайте посмотрим, что происходило сегодня. И кто помнит вчерашний наш обзор, давайте поделюсь экраном по магику. А ты помнишь, что я говорил вообще про вчера? Что у нас есть уровни, следя за которыми мы можем предположить, что и как будет развиваться. Да. И у меня была вот эта замечательная оранжевая линия, от которой я предполагал, что мы оттолкнемся, и говорил, что есть у меня прорисовано прерывистыми линиями два сценария. Один, который будет, если мы оттолкнемся. Сейчас я попробую порисовать зеленым маркером. Вот этот, если мы оттолкнемся, у меня был сценарий. И вот этот сценарий у меня был, если мы пойдем выше этой линии и закрепимся. Ну, так и произошло. Мы закрепились, подтвердили выход и пошли выше. Конечно, я не ожидал, что мы пойдем так высоко, но у меня была прорисована линия, если вы видите, вот эта сиреневая, по-моему, 13.90, что-то такое. И когда уже я увидел, что мы зашли вот здесь, вот подтвердили, я зашел и вышел я вот на этом вот уровне гораздо раньше, нежели мы достигли тейк-профита. Но по риск-прибыли здесь вполне себе приличный трейд получился, и это можно посмотреть. Я не прорисовывал сделку, но мы сейчас ее можем так прикинуть по риск-прибыли. Это где-то получалось, даже если поставить стоп вот так, то все равно получалось 1 к 2. Но я заходил где-то вот с таким стопом. 13, я помню, что у меня 12.86, наверное, был стоп.
12,86, это да. В общем, 2,5 риск прибыли у меня получалось. В целом очень даже неплохо. И здесь 4,5%, это с 10-м причем 45%, в целом хороший трейд. Довольно много позитивных выходит новостей, различное принятие институциями и институционалами каких-то решений в пользу криптовалют, да, упрощение принятия, там, обеспечения стабилькоинов и так далее и тому подобное. И, возможно, это все положительно повлияло на весь крипторынок. Снизилась доминация биткоина, как я вчера говорил о том, что у нас довольно высокая она, и вот со вчерашнего дня она прям видимо снизилась. И что мы знаем, то, что когда у нас происходит определенное событие, когда у нас доминация биткоина снижается, а биткоин либо стоит на месте, либо растет, то у нас растут альты. Ну, альткоины, в частности, эфир и вместе с ним те, кто с положительной корреляцией относительно эфира, ну и так далее. В принципе, практически весь альтмаркет. И благодаря высокой доминации биткоин рос, да, за ним подтягивался весь рынок, но и в том числе то, что доминация снижалась, а биткоин рос, это как один из признаков роста альткоинов. И вот был даже сигнал на лонг, можно было красиво зайти и отторговать вот такую приличную прибыль даже на самом эфириуме. Да, и на эфириуме здесь мы видим 11,3%. Со вчерашнего дня с 11 часов и до сегодняшнего момента, сейчас уже у нас вечер, тоже почти 11. Вот такая история, почему нужны линии. Да, вот аналогичная линия, как у меня была на Мэйджике, была примерно в том же месте на эфире. И здесь происходила ровно такая же картина, пробив, за исключением, что здесь, похоже, не было подтверждения выхода, пробив эту линию, эфир начал расти, и почти безоткатно было только здесь маленькая остановка и продолжение роста. Поэтому, возможно, тебе можно было немножко последить за уровнями, за самим эфиром, либо же за биткоином, и тогда, возможно, ты бы принял какое-то решение более правильное. Ну, а сейчас уже есть как есть. Да, выросла капитализация у нас, и Total 3, да, то есть это капитализация альткоинов, за исключением эфира и биткоина, и у нас даже немного подросла волатильность, хотя это еще, скажем так, совсем мы даже не вышли за тот уровень, от которого обычно отталкивались, ну, поднимаясь вверх. На самом деле у нас очень низкая сейчас волатильность, и, возможно, в 11 вечера это все изменится, а может быть и завтра после того, как будет данные, по-моему, по инфляции завтра. И вот она у нас таким образом строилась. Здесь явно видно, да, нисходящая была структура, которая вот в этом месте была сломана. Вот в этом месте уже не стоило, на мой взгляд, ожидать продолжения снижения, поскольку мы перестали обновлять лои, да, и каждый последующий хай стал выше предыдущего, как и последующий лой. И это довольно сильный таймфрейм, дневной. Но что могу сказать, что у меня здесь есть старый, да, еще вот с этого снижения уровень смены тренда, я его не удалял, и, возможно, он остановит. Это первое, да, что, ну, такой самый такой сценарий немножко негативный. Второй, у меня здесь есть линия из прошлого, да, где она вот здесь служила сопротивлением для вот этой базы, для вот этого роста, и от нее произошла коррекция. Если история в данном случае повторится от этой линии, да, если это будет такая линия сопротивления с последующей коррекцией, значит, ну, у тебя все получится и произойдет хорошо, нужно будет найти только точку выхода, и здесь довольно много места, здесь одни сплошные имбалансы, и, скажем так, вот если там посмотреть, что посчитать, что вот здесь ордерблок, то где-то вот здесь вот в районе 14.09, 14.1 можно было бы искать точку выхода, во-первых, потому что здесь будет уже вот эта линия, которая явилась у нас переломной в плане перехода в
восходящую структуру, ну, а во-вторых, логично, что вдруг мы ее не пробьем и опять оттолкнемся, ну, можно было бы здесь прикрыться или хотя бы внимательно наблюдать. Новости более позитивные, тогда мы сделаем здесь вот так, потом так, потом так, потом так, так, так. И в таком случае у тебя будет не очень приятная ситуация. Познавательно, очень полезно. Ждем ваших комментариев, ждем, в каком направлении вы стоите. Конечно же, ждем ваших лайков, поддержки. Уже завтра и посмотрим, какое развитие произошло на рынке. А кто узнал себя в поведении, в нежелании закрыть сделку и доказать, что он прав рынку, напишите, пожалуйста, в комментариях, да, и как вы считаете, правильно это или нет.